Думаете, куда вложить свои первые миллионы, чтобы бизнес работал на вас, а не вы на него? Сегодня у нас на детальном разборе сразу два самых популярных предприятия для тех, кто устал от потного милитари фарма. А теперь очень важно, сейчас лучшее время, чтобы заняться этим, ведь до 27 мая у тебя отличные бонусы от Rockstar для этого. Как ты уже понял, сегодня на детальном разборе сразу два самых популярных предприятия: автомастерская и утилизационный цех. Если тебе интересно, как купить автомастерскую, доход утилизационного цеха GTA и у мастерской, хочешь получить полный ответ на все, что с этим связано, ты попал по адресу. Эти предприятия способны генерировать хороший пассивный доход, но только если знать секреты распила и не совершать фатальных ошибок новичков. Прямо сейчас мы разберем обе точки до копейки. Не теряем ни секунды. Погнали! Начнем с базы. Где находится автомастерская GTA Online и имеет ли значение ее расположение? Заходим на сайт Maze Bank Foreclosures. И обратите внимание, прямо сейчас, до 27 мая, Rockstar сделали жирнющую скидку 40% на саму покупку и все апгрейды. Локация не дает бафов к доходу, поэтому берите ту, что ближе к центру. Самый дорогой вариант в Ламеса за 1,9 миллиона – это ловушка. Там куча столбов, узкие заезды и вечный спавный банд поблизости. Лучший ваш выбор – это либо Strawberry, либо Mission Row. Они находятся прямо в центре города. До них удобно добираться из любой точки, а с текущей скидкой они обойдутся вам практически даром. Когда вы выберете локацию, игра предложит вам забить мастерскую апгрейдами. Стиль, цвет, эмблема банды и жилое помещение – это абсолютный мусор, который не принесет вам ни одного цента. Жилье нужно только если вы хотите там спавниться. Но камон, у вас для этого есть куча других точек. А вот что брать обязательно? Дополнительный подъемник. Стоит он около 650 тысяч, а со скидкой еще меньше. Но он буквально удваивает ваш легальный пассивный доход, позволяя обслуживать 2 клиентских автомобиля одновременно. Что касается автомехаников, их можно нанять аж 2 штуки. Но они в этой игре водят как пьяный дед. В 90% случаев разобьют машину по дороге, и вместо чистой прибыли вы получите копейки и штраф за повреждение. Но сейчас скидки, так что почему бы и нет. Решайте сами. Я могу только помочь вам, выложив приблизительную окупаемость механиков в своем телеграме. Ссылка в описании. Ну и там я оставлю все подсчеты и важные данные по этому видео. Обязательно залетай. Там я могу ответить на вопросы. В чате можешь найти с кем поиграть вместе, добавить меня в игре в друзья. Я не буду нудить, как там работает внутренний счетчик в игре, но вот что надо понимать, относитесь к этому как к еще одному сейфу. Где-то раз в час у тебя в среднем она будет давать 40 тысяч. Просто раз где-то в 1,5 часа доставьте одну тачку через механика, вторую сами. Вы потратите где-то около от 5 до 10 минут. Но мы же здесь собрались не для того, чтобы работать обычными механиками, верно? Настоящий капитал приносят задания автомастерской, которые ждут вас на 2-м этаже у доски планирования. Это полноценные мини-ограбления. У вас есть от 6 до 8 разных сценариев. Каждый контракт состоит всего из 2 простейших подготовительных миссий в открытой сессии, которые пролетаются за 5 минут, и одного дерзкого финала. В обычные дни за финал вам платят от 160 до 180 тысяч. Но если вам попался контракт депозитарий, хватайте его зубами. Он приносит 300 тысяч чистыми в соло всего за 20 минут ленивого геймплея. А теперь вспоминаем про жирные бонусы этой недели, которые Rockstar включили до 27 мая. Все выплаты за контракты умножаются на 2. Это значит, что за один короткий налет на банк вы будете забирать больше 600 тысяч долларов. Пару часов такого плотного гринда в соло, и вы полностью отобьете все затраты на покупку бизнеса и модификаций. Так что бегом за доску, выбивайте депозитарий и фармите,
пока лавочку не прикрыли. Весь налет вместе с двумя подготовительными миссиями проходится в одиночку всего за от 20 до 25 минут. После он уходит на перезарядку, но мы не уходим и можем заняться утилизационным цехом. Переходим ко второму гиганту пассивного и активного заработка. Это утиль-цех GTA Online. Открываем сайт недвижимости и сразу договариваемся. Если вы сидите и ломаете голову, утилизационный цех, какой выбрать? Никогда, ни при каких обстоятельствах не берите точку в Палетто Бэй. Да, она дешевая, но вы буквально состаритесь, пока будете эвакуировать туда машины через всю карту. Если вы хотите знать, какой утилизационный цех лучший, ответ математически прост. Строберри или Мурриета Хайтс, они находятся в идеальной транспортной развязке, что сэкономит вам десятки часов реального времени при угонах и буксировке. Давайте детально разберем утилизационный цех, как работает и откуда там берутся деньги. У вас два независимых потока прибыли. Первый – это пассивный доход утилизационного цеха от работы эвакуатора. И здесь многие игроки теряют деньги из-за незнания математики. При максимальной популярности он приносит вам ровно 24 тысячи долларов каждые 48 минут. Как держать эту шкалу на 100%? Вам нужно садиться в эвакуатор и привозить одну разбитую машину каждые 1,5 реальных часа. Запчасти от разобранной машины принесут вам еще около от 30 до 40 тысяч. То есть один рейс дает суммарно под 60 тысяч. Если не понял, почитай еще раз в телеге. Ссылка в описании. Но будьте осторожны с апгрейдами. Обязательно берите самый дешевый эвакуатор за 650 тысяч. Дорогой за 1 100 000 не едет быстрее, можно прокачать сейф на ваше усмотрение. Но смысла нет, доход там не так быстро появляется. Единственное, на что вы обязаны потратить деньги, это персонал за 625 тысяч. Он сокращает время разборки машины с мучительных 96 минут до 48, буквально удваивая вашу пропускную способность. Второй поток прибыли – это активные масштабные угоны. Каждую неделю Юсуф Амир вывешивают на вашей доске планирования 3 уникальных автомобиля на кражу. Каждый такой угон – это полноценное, круто срежиссированное мини-ограбление. Одно из них можно наблюдать сейчас. Процесс состоит из нескольких этапов. Отправляетесь на разведку, затем выполняете пару подготовительных миссий и короткие задания в свободном режиме. Их легко узнать по зеленым иконкам на карте. Например, добыть маскировку или глушилки. Кульминацией становится драйвовый финал с погонями. И вот машина у вас в цехе. Что дальше? Игра дает вам выбор. Первый вариант – продать ее Юсуфу. Вы садитесь за руль, аккуратно везете тачку в доки и загоняете в грузовой контейнер. Это дает вам сразу от 200 до 400 тысяч долларов наличными. Но если вы соберете все столбы по пути, выплата будет меньше. Второй вариант – пустить тачку на запчасти прямо на ваших подъемниках. Это принесет чуть меньше денег и займет время, но зато вы ничем не рискуете и не тратите нервы на трафик. А теперь очень важно. Автомастерская – это ваш выбор. Если вы любите бешеный драйв, хотите проходить мини-ограбления исключительно в соло и забирать жирнейшие иксы на бонусных неделях. А вот утиль-цех – это идеальная, стабильная, пассивная подушка безопасности, которая еще и подкидывает годные ограбления. Вопрос лично к тебе. Утиль-цех или автомастерская, что из этого отбилось у вас быстрее и принесло первый миллион? Спускайся в комментарии и пишите свои цифры. Свою статистику я оставил в Телеграме, можешь зайти и посмотреть. Там есть краткая статистика по многим бизнесам. Мне реально интересно сравнить вашу статистику с моей, так что жду в комментах. Ну а если этих двух предприятий вам мало, и
и вы хотите выстроить абсолютную империю, став главным теневым монополистом Лос-Сантоса, вам нужна полная картина. Я собрал монументальный гайд по иерархии абсолютно всех бизнесов в игре. Кликайте по видео, которое сейчас появилось на экране, также оно в описании и закрепленном комменте. И мы продолжим строить твою денежную империю прямо там. Увидимся через секунду.